Всем привет, дорогие друзья! Наверное, сметанник и медовик – это самые популярные торты для новогоднего стола. Они нравятся всем. И на их приготовление не затрачивайте много времени, что очень важно в предновогоднюю ночь, когда готовим всегда очень много. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом замечательного сметанника «Белоснежка» с вот такими белоснежными коржами и нежным кремом. Готовится он очень быстро и из самых простых продуктов, которые точно есть у всех дома. Торт получается высокий, красивый, у него белоснежные коржи, пропитанные сметанно-шоколадным кремом. Каждый кусочек этого торта тает во рту. И безусловно, он украсит любой праздничный стол. Для приготовления теста мне понадобится в миску добавляю яйца. Для рецепта я использую яйца крупного размера. Вес яйца без скорлупы примерно 58 граммов. Добавляю соль, всыпаю сахар и хорошо взбиваю в течение 3-4 минут в пышную светлую массу. Добавляю сметану. Для рецепта лучше использовать жирную сметану. Жирность 20-25%. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Хорошо перемешиваю. Добавляю мягкое сливочное масло. Также перемешиваю. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Перемешиваю все лопаткой до получения однородной массы. Слишком долго это тесто вымешивать не надо, чтобы оно получилось пышным и воздушным. Просто достаточно быстро все соединяем. В итоге получается вот такое очень нежное тесто. Из него я буду выпекать 2 коржа, поэтому тесто разделю на 2 равные части, примерно по 600 граммов. Выкладываю тесто на подготовленный противень. Я его выстелила силиконовым ковриком. Размер противня 32 на 42 сантиметра. Вместо силиконового коврика, конечно, можно использовать и пергаментную бумагу. Тесто не слишком плотное, поэтому распределить его по поверхности довольно легко. И отправляю корж выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Мой корж я не буду слишком сильно подрумянивать. Я хочу, чтобы он оставался светлым. Первый корж я достала из духовки. Как видите, он у меня совсем светлый. Обязательно проверяйте готовность. Аккуратно перетаскиваю корж на стол и обрезаю края, сразу пока он горячий. Действуем очень аккуратно, так как корж очень нежный. И теперь в зависимости от того, какой вы хотите сделать торт, на столько частей можно и разделить этот корж. Я разделю его на 3 части. Обрезочки не съедаем, их потом можно использовать для украшения. Коржи очень легко снимаются с силиконового коврика. Сейчас я их подравниваю. В итоге у меня получается сейчас 3 коржа, и обрезки сохраняю для украшения. Посмотрите, какое здесь получается нежное тесто. Обращайтесь с коржами аккуратно. Прикладываю их пока на доску. Точно таким же образом испеку вторую часть теста и разрежу ее на коржи. Сейчас очень легко все обрезать. Берем один корж уже обрезанный и по нему разрезаем. В итоге у меня получилось 6 коржей со сторонами 15 на 22 сантиметра. Для приготовления сметанно-шоколадного крема мне понадобится. Для рецепта я использую жирную сметану 25%. Если у вас сметана недостаточно плотная, не жирная, тогда ее лучше отвесить. Сметану я заранее достала из холодильника, чтобы она была комнатной температуры. Важно, чтобы при смешивании сметаны и шоколада температура была примерно одинаковая. Тогда в креме не будут образовываться комочки. Любым удобным для вас способом надо растопить шоколад. Это можно сделать на водяной бане или в микроволновке. Я буду разогревать шоколад короткими импульсами в микроволновке. Примерно каждые 10-15 секунд буду доставать и перемешивать. Очень важно не перегреть шоколад. Сейчас вот миска у меня горячая. Я просто шоколад перемешиваю, и под воздействием тепла он плавится.
Обязательно проверяйте, чтобы не было комочков. Даем ему немного остыть. Температура должна быть примерно 30 градусов. Сейчас я отбираю немного сметаны и добавляю шоколад. Делаю это, чтобы сравнять температуру. Начинаю миксером взбивать сметану и добавляю шоколад. По желанию в крем можно добавить сахарную пудру. Я хочу сделать крем чуть более сладким, добавляю 30 граммов сахарной пудры. Мой сметанно-шоколадный крем уже готов. Он получился очень нежный, абсолютно без комочков. У меня все готово для того, чтобы собрать торт. Выкладываю первый корж на доску. Сразу под корж я подкладываю кусочки пергаментной бумаги, чтобы потом меньше надо было убирать. Сверху на первый корж выкладываю крем и разравниваю. Так как я весь торт буду промазывать кремом, на самый верхний корж и на бока я оставляю чуть больше крема. На первые 5 коржей я выкладываю примерно по 130 граммов крема. Выкладываю второй корж. И так промазываю поочередно все коржи. Выкладываю последний, 6-й корж. И теперь промазываю и верх, и бока торта оставшимся кремом. И сейчас я займусь украшением торта. Безусловно, вы можете делать это по своему вкусу. Белый шоколад при помощи овощечистки нарежу вот такими кусочками. Можно его также натереть и на крупной терке. Этой шоколадной стружкой я буду украшать верх торта. При помощи блендера измельчу обрезки коржей. Сделаю крошку. Украшаю бока торта крошкой. И верх торта присыпаю белым шоколадом. Убираю кусочки пергаментной бумаги. И посмотрите, какой красивый белоснежный торт получился. Действительно белоснежка. И сейчас торт я отправляю в холодильник для пропитки коржей и для того, чтобы стабилизировался крем. Обычно я оставляю торт в холодильнике на ночь. Но для пропитки ему вполне достаточно 5-6 часов. Перед подачей к столу рекомендую торт заранее, примерно за 1 час, доставать из холодильника, чтобы коржи и крем прогрелись. Тогда торт будет более нежный и мягкий. Вес моего торта получился примерно 1 кг 700 граммов, размер 16 на 23 сантиметра и высота 7 сантиметров. Посмотрите, какой он получился. Высокий, красивый, много коржей, а какой нежный. Вкус у этого торта просто бесподобный. Нежнейшие, пропитанные кремом коржи. В них такая легкая кислинка сметаны, которая сбалансирована вкусом шоколада. Обязательно приготовьте и попробуйте. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!